то время племенные союзы, известные как склавени и анты, населяли обширные пространства земель севернее и восточнее от лангобардов и гипидов. Согласно доступным данным, расселение народа с той территории в направлении юга и запада началось приблизительно в конце V века. Причин для расселения было много, но в целом это была комбинация разных причин, таких как многочисленность населения, нестабильность из-за набегов разных, преимущественно тюркских народов с востока, и то, что, пожалуй, послужило толчком – взрыв вулкана где-то в Юго-Восточной Азии. Только не убейте, забыл название этого вулкана. В общем, от этого большого вулканического взрыва в атмосферу вылетело много, очень-очень много пыли, из-за чего лучи Солнца тяжелее проходили на поверхность Земли. Впоследствии Земля охладилась, и на протяжении довольно долгого времени зимы в Северной Евразии стали намного холоднее и длиннее. Лето было короткое. Все это сказалось на населении Евразии. Народы, занимающиеся преимущественно скотоводством, стали искать новые пастбища и двигаться на запад. Народам, которые занимались преимущественно земледелием, а это значит и нашим предкам на территории современной Западной Украины, то есть прародины славян, тоже было несладко. Из-за длинных холодных зим урожая было меньше, и это как раз сподвигло людей искать новые способы выживания. Это в Европу привело такие народы, как болгары, утригуров и, в конце концов, аваров. А также это существенно повлияло на расселение славян в целом. Удивительно, как события в одном конце мира могут так повлиять на события в совершенно другом конце мира. Могу сказать, что меня это сильно удивило, потому что обычно не задумываемся об этом, когда говорим об истории. Со славянами связываются такие археологические культуры, как пражско-корчашская и пенковская. Археологические находки этих культур тут совпадают с данными, известными из исторических источников о местонахождении ранних славян, как раз в VI веке, о котором идет речь. Носители пражской культуры с территории современной Западной Украины и Восточной Польши стали двигаться на запад возле рек Вислы и Одры. Около 550 года одна волна этих славян, носителей пражской археологической культуры, перешла Карпаты, проходя через так называемые Моравские ворота. Это находится на территории современной Восточной Чехии. Оттуда же часть этих славян двинулась в направлении Чехии, часть в направлении Словакии. А третья часть двинулась в направлении Западной Паннонии и Альп. Эта южная группа славян пересекла реку Дунай и двигалась дальше между реками Трауны на западе и Дунаем на востоке. По долинам альпийских рек стала заселять эти просторы. До 577 года они уже пришли до той части Альп, где находится современная граница между Австрией и Словенией. В то же самое время паннонские славяне распространились на территорию современной Восточной Словении. Славяне вместе с антами и разными тюркскими или тюркско-иранскими племенными союзами, такими как гунны, болгары и другие, с 518, точнее с 527 года совершали очень частые набеги на территорию Византийской империи. Источники об этих славянах куда многочисленнее, чем о тех на Западных Балканах. Уже в 551 году славяне пришли до Царьграда. Это происходило в разгар Готско-Римской войны. У римлян некоторых славян, особенно антов, получилось привлечь на свою сторону, по крайней мере часть из них. Кажется, что война между склавенами и антами, которая происходила когда-то в промежутке между 533 и 545 годами, тоже была последствием римской политики «разделяй и властвуй». Большое множество славян, склавенов, в 551 году прорвалось на территорию нынешней Сербии около города Ниш, античного Найсуса, и на территорию Далматии, то есть на территорию современной Боснии и Приморской Хорватии. Жестокие бои велись также в Фракии, на территории нынешней Болгарии. Но вплоть до этого времени это были всего лишь набеги. Их задача была у римлян украсть как можно больше всего и перевести это к себе за Дунай. Славяне на Балканах пока не расселялись. В этих войнах участвовали такие известные из источников славяне, как Мезомир, Килагаст и Дарий, Мусокиос, Ардагаст, Пирогаст, Дауритас, Дабрегас и Сварунас.
Об этих славянах, которые совершали набеги на Восточные Балканы, можно было бы еще много занимательного рассказать. Для дальнейшей судьбы славян переломным был приход нового степного народа – авар. Около 560 года. До следующего раза!